Всем огромный привет! Давно я уже не выпускала новое видео, и вот сейчас, наконец-таки, я собрала первую серию о нашем путешествии по Аризоне и Юте. У нас было 5 выходных, выехали мы во второй половине дня, это была пятница, и, в общем, путешествовали до конца следующей недели. За это время мы запланировали посетить очень много национальных парков, знаменитых Аризоны и Юты. Ну что ж, а теперь обо всем по порядку. Выехали мы ближе к вечеру. За это время мы доехали до Феникса, столицы Аризоны, где решили переночевать, чтобы утром продолжить наш путь. После отдыха, хорошенько выспавшись и отдохнув, мы поехали на нашу первую остановку, это был Гранд Каньон. Самый знаменитый национальный парк Америки. Наверное, парк номер 1, визитная карточка Соединенных Штатов Америки. По пути мы, конечно же, останавливались, делали фотосессии, снимали, потому что здесь очень много красивых мест, даже по дороге в Гранд Каньон. Наше путешествие как раз состоялось на 4 июля, это День независимости Соединенных Штатов Америки. И было так интересно, проезжая по различным американским городкам, наблюдать, как простые американцы готовятся к празднованию этого праздника. Очень многие участвуют в таких вот шествиях на машинах и парадах. Ну вот и он, Гранд Каньон. Природное чудо света, самый большой каньон в мире. Сам каньон делится на так называемые Римы. Сейчас вот мы находимся на Южном Риме. Здесь находится очень много различных панорамных площадок, с которых можно сделать просто потрясающие фотографии. И, конечно же, в каньоне очень много трейлов, хайков, различных троп и тропинок, по которым можно гулять и снимать потрясающие виды прямо внутри каньона. Но мы приехали в июле, была как раз достаточно высокая температура, очень жарко, и спуститься в каньон мы не решились, потому что на дне каньона температура достигала плюс 40 градусов, хотя на плато в то же время было всего лишь плюс 25. Сам каньон представляет собой огромную пропасть, которая лежит на плато Колорадо, которого протекает река Колорадо, которая, в принципе, является основной причиной возникновения каньона около 60 миллионов лет тому назад. Сейчас мы приехали на Гранд Каньон, вот уже вторая у нас точка, просто потрясающие виды, останавливается просто дыхание, когда ты видишь эту красоту, убойство красок, панорамы просто необыкновенные, действительно, как будто ты попадаешь на другую планету. Сам каньон представляет собой скопление скал, пещер, утесов, которые напоминают издалека пагоды, башни, дворцы и крепостные стены. И сейчас, любуясь на это уникальное природное явление, на этот природный памятник, чудо света, можно так сказать, сложно представить, какой масштаб изменений затронул абсолютно ровное плато. Как я уже говорила ранее, на территории каньона очень резкая смена температурного режима. Когда на дне каньона плюс 40, то на вершине может быть всего лишь плюс 20. Поэтому и природные зоны здесь резко переходят одна в другую.
То есть сначала вы можете находиться на территории, где растут кактусы и агавы, и резко переместиться в зону, где растут дубы, березы и сосны. Конечно же, здесь все сделано для удобства людей, поэтому по территории каньона вы можете передвигаться как на своем собственном автомобиле, так и на велосипеде, и пешком, и в составе туристической группы. По территории каньона курсирует несколько туристических автобусов, которые возят туристов на различные панорамные точки, прекраснейшие места, на которых, к сожалению, невозможно попасть на персональном автомобиле. Для любителей прогуляться пешком здесь огромное количество хайкинговых троп, очень хорошо благоустроенных, разного уровня сложности, протяженностью около 600 километров. В общем, при желании можно нагуляться по самое не могу. Так, мы приехали на очередную точку. Видела какое-то интереснейшее растение. Я не знаю, что это такое. Цветочки такие, листики такие мясистые. Интересно. И вот открывается такая вот красота. И еще хотела бы добавить одну деталь, что у национального парка есть свой сайт, где прописаны все маршруты, как автомобильные, так и пешеходные. И действительно там можно выбрать что-то подходящее для вас. Так, это уже практически последняя точка, которую мы сегодня посещаем. Может, еще будет пару точек. Это уже окраина южной части Гранд Каньона. И, кстати, эта точка называется Наваха-Пойнт. Я не знаю, наверное, надеюсь, что здесь надо посмотреть в Википедии или в интернете. Может быть, здесь были имена индейцев Наваха. Не знаю. Это надо уточнять, ну, а пока вот такие прекрасные виды. Южный рим Гранд Каньона заканчивается вот этой вот индейской сторожевой башней, которая была построена в 1932 году. Имеет она высоту где-то 20 метров, у нее 4 этажа. Если подняться на верхний этаж, то можно сделать просто потрясающие панорамные снимки с высоты, можно сказать, птичьего полета. Внизу там кафешка, магазинчик, ну и прочие атрибуты, но, к сожалению, все было закрыто, поскольку это был праздничный день. А это уже кадры с панорамных площадок на северном риме Гранд Каньона. Ребята тогда ездили без меня, это было в 2019 году, тоже, кстати, на 4 июля. Они ездили на салюты в Лас-Вегас, и из Лас-Вегаса они, конечно же, заехали на Гранд Каньон. Северный Рим не так популярен у туристов, как Южный и Западный Рим. И все только потому, что он не очень удачно расположен по отношению к Лас-Вегасу. Туристам из Лас-Вегаса не очень удобно туда добираться. Ближе к ним находится Южный и Западный Рим. Но ребята собирались путешествовать по Северной Аризоне и по Юте в этот раз, поэтому Северный Рим им был по пути. И они туда заехали. На Северном Риме 6 основных площадок смотровых. И чем он знаменит, это тропа ангелов, которая соединяет Северный и Южный Рим. Здесь так же, как и на Южном Риме, разработано очень много маршрутов и туристических троп под любой возраст, физические возможности и предпочтения. Как видите, здесь такая достаточно изрезанная поверхность земли, которая выглядит очень привлекательно и открывает все более новые и новые туристические маршруты.
Ну а сейчас мы въезжаем на территорию самой крупнейшей резервации индейцев в Соединенных Штатах Америки. Это земли племени Навахо. Называется эта земля Навахо Нейшн. Но, скажем так, это как государство в государстве. На территории племени действуют свои законы, у них есть свой президент, свое правительство, своя полиция. И еще я нашла такую информацию в интернете, что они даже подали на заявку на создание собственной конституции. А это вот такой вот отельчик, в котором мы жили на территории племени Навахо, среди гор. Очень живописное место, буквально в 2 шагах от долины монументов, куда мы собираемся. Единственный минус был, наверное, это чувствуется, потому что это все-таки территория племени, очень плохой интернет, практически его не было, и шла очень грязная вода в водопроводном кране. Но эти прекрасные, великолепные виды, пейзажи сглаживали все неприятные эмоции, которые могли у вас возникнуть в случае каких-то небольших неудобств. Ну, а на этом я говорю вам до свидания. Встретимся в следующей серии. И пока!